Всем привет, друзья! С вами Алекс Моторный, и мы продолжаем прогулки по интересным, малознакомым местам и достопримечательностям города Харькова. А сегодня заглянем в еще один не всем известный харьковчанам парк, но тоже со своей историей, хоть и небольшой. Даже не парк, а сквер в Холодногорском районе Харькова. Он так и называется – сквер Холодногорский. Местным, в основном харьковчанам, сквер еще известен как Ленпарк. Парк был разбит после Второй мировой войны, а до этого тут находилось старое еврейское кладбище. И вот в один прекрасный день на месте еврейского кладбища решили разбить парк. Он был в несколько раз больше, чем сейчас, но и захоронений здесь было много. Остатки надгробий с надписями на иврите находили тут вплоть до 1990-х годов. Так этот парк существовал до 1970-х годов, когда часть территории парка отдали под строительство жилых домов, и парк значительно уменьшился. В народе, особенно у старшего поколения, имеет название «парк мертвых и живых». А еще вспоминается выражение «танцы на костях». Танцы на площадке, расположенной прямо на месте бывшей центральной аллеи кладбища. Это был действительно парк на костях. Здесь был установлен стандартный набор аттракционов. Были лодочки, круговой аттракцион «Вальс», прокатный пункт самокатов, машинок и велосипедов. Тут же была мастерская для их ремонта. Танцплощадка с эстрадой для духовых оркестров, и тут играли вальс по выходным дням. А зимой, когда выпадал снег, в парк выгоняли учеников на уроки физвоспитания, на лыжные пробежки. Захоронений, как я сказал, здесь было много. И никто не задумывался, на каком месте расположен парк. Дети катались на лыжах, не думая об этом, да и взрослые тоже. А улица, на которой находился парк, называлась Социалистическая. Сегодня это улица Волонтерская. Редко какое культмассовое событие происходило без мистических происшествий. Отметился парк постоянными конфликтами во время дискотек и танцев, которые нередко заканчивались человеческими жертвами. Также регулярно происходили происшествия с аттракционами, которые тоже заканчивались летальным исходом. В конце 1980-х годов было принято решение демонтировать аттракционы, а танцевальную площадку превратить в клумбу. Затем парк немного преобразился. В центральном входе поставили колонны, высадили цветы на центральной клумбе, с некоторой периодичностью в парке высаживали новые деревья. После этого парк не ремонтировался десятки лет. В 2020 году комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды одобрила переименование парка культуры и отдыха Ленинского района, который местные жители называли Ленпарком. Учитывая, что данное название противоречит закону о декоммунизации и вообще нынешнему названию района Холодногорскому, предлагается назвать эту зону рекреации Холодногорским сквером, сказал тогда ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый. В общем, за последние годы в Холодногорском сквере произошло много изменений. Кроме нового названия, здесь в сквере в 2020 году стартовала масштабная реконструкция. От старого сквера остались только деревья. Здесь обустроили газоны, игровые площадки, бесплатный туалет.
А ведь, повторюсь, когда-то на этом месте был пустырь. Трансформаторная будка, входные ворота и круглая клумба. Потом появились аттракционы. Но по сравнению с тем, что было ранее, это небо и земля. И так думаю не только я, но и многие жители близлежащих домов, которые ходят сюда отдыхать, гулять с детьми. Здесь приятно прогуливаться и заниматься физкультурой. Небольшой, но ухоженный скверик на месте еврейского кладбища. Но это было давно. Так что сейчас на месте упокоения не только парк, но и большой жилой массив.